Добрый день, дорогие раки! Добро пожаловать на мой канал. И это видео ваш гороскоп на осень 2025 года. Да, дорогие, это новый уровень. И у нас завтра заканчивается коридор затмений, который мы все хотим, чтобы уже закончился. Если да, дайте мне 5. Я тоже хочу, чтобы он закончился, потому что он был прекрасен, но пора прощаться таки, да. Дорогие, это гороскоп подекадный на 3 декады рака. Если вы смотрите его по Солнцу, то все раки, кто родился в июне, это первая декада. Если вы родились с 1 по 10 июля, это вторая декада рака. И третья декада рака, если вы родились с 11 июля до знака зодиака Лев. Если вы смотрите этот гороскоп по асценденту, тогда 30 градусов знака делите четко на 3 равных отрезка. И если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, это первая декада, с 11 по 20 градус, это вторая декада, с 21 по 30 градус, это третья декада. Ну что, ребят, идем, как говорится, по приборам весь сентябрь, но у нас с вами завтра заканчивается коридор затмений, это новолуние в Деве, либо это солнечное затмение, как астрономическое явление, очень красивое. Можете посмотреть, если вы находитесь в зоне видимости вот этого красивого мероприятия. У нас на момент как раз-таки новолуние Солнце будет в соединении с Луной. Это классика в оппозиции с Сатурном и Нептуном. На кого повлияет очень сильно этот новый лунный цикл? Понятное дело, дорогие раки первой декады. Вот так, ребят, понимаете? Еще остаются эмоции от Нептуна. Находится Нептун еще в квадратуре к ракам первой декады, да, и эта история такая эмоциональная. Хорошо эту историю разбивают как раз-таки наши трезвые взгляды на жизнь, рациональные, ответственные. То есть если мы со всей ответственностью подходим ко всем тем проблемам и вопросам, которые у нас появляются, тогда мы их спокойно и смело решаем. В квадратуре находится Нептун, но он еще в соединении с Сатурном, поэтому здесь чувствуется все-таки еще такое, да, чувство долга, ответственности, у кого-то может быть чувство вины, да, то есть здесь постарайтесь не злоупотреблять с чувством вины. Это история, которая не очень хорошо идет в жизнь, да, на этом не построить ничего, то есть получается такая, знаете, остановка, да, а у раков первой декады сейчас очень важная осень для того, чтобы, ну, сделать свою работу над ошибками и переключиться зимой уже на свои такие другие реализации, на свои кармические задачи. Сейчас, конечно же, очень важная история в эмоциональном плане, да, не уйти в депрессивное состояние. Если есть вопросы финансовые с долгами, еще весь сентябрь разбираемся и дотягиваемся, потому что Сатурн хоть и откатился, но послевкусие всех неприятных ситуаций, которые он после себя оставил, именно все события у Сатурна, они как раз-таки случаются постфакту, да, то есть после аспект уже распался или распадается, и вот только события начинают прямо-таки. Вот это такое действие у Сатурна, да, то есть долго, монотонно, и мы не любим Сатурн за это. Вот, поэтому сентябрь вот такой у раков первой декады. Коридор затмений в очень эмоциональном плане переключится на рака второй декады. И здесь вопросики, дорогие, к вам будут уже на ближайшие 3 месяца. Кто я, зачем я, для чего я, потому что вот эти кармические узлы, да, ничего мистического, они будут в благоприятных аспектах к Солнцу раком второй декады до января 2026. И здесь, ребята, в прямом смысле все ответы на вопросы. Вообще, что составляет нашу жизнь, наши хобби, что мы сами про себя думаем, наша самооценка, самореализация. То есть кто наша вторая половинка, как нам вместе, хорошо или нет, наше самочувствие, благосостояние в том числе. Почему? Потому что у рака второй декады кармические узлы, это понятно, идут. Лилит летом бушевала с коридором затмения, она переключилась на раков третьей декады.
декады, да, то есть со Скорпиона третьей декады делает аспект к Солнцу раком на третьей декады. И вот такое послевкусие от Лилит, такое, знаете, ощущение, скорее всего, сейчас сидите с таким внутренним состоянием, что как бы вот оно, знаете, хочется что-то сделать, но не получится, страшно. Такое, когда вот всегда, когда мы боимся чего-то, да, еще складываются же всегда такие обстоятельства, чтобы мы больше боялись, больше волновались, не шли туда, думали, да может мы малым, вот так вот, может нам мало хватит и больше нам туда вперед идти никуда не надо, да, то есть все, что есть, нам вот так хватит и все, зачем вот какие-то сложности, трудности, да. Но нет, ребят, у вас просто сейчас Юпитер откатился к ракам третьей декады, и он сейчас у нас пойдет в ретроградное движение, вот скоро, этой осенью. И вот как он пойдет в ретроградное движение и в декабре, и в январе, он будет идти, и в феврале, между прочим, он будет идти по ракам второй декады. То есть здесь вернется опять вот этот аспект юпитерианский. Юпитер к Солнцу – это всегда про расширение. Расширение своего «я», своих желаний. И не просто желаний там где-то эфемерного, да, а то, что мы реально вот хотим, как мы хотим жить, как нам хочется комфорта, уровень благосостояния. Если мы говорим про семью, то здесь решение жилищных вопросов в том числе. И это нормально, такая история, дорогие. Если вы решили в работе развиваться, здесь тоже получится освоить определенные новые знания, навыки, продвижение вперед, да. Если же вы хотите переехать, потому что Юпитер и переезд – это всегда отличная идея, да. То есть для того, чтобы улучшить качество своей жизни, это тоже очень хорошая история. Вы мне, конечно, сейчас будете говорить, что как бы, Жень, ты разве в экономике, вот неужели не понимаешь, ничего не видишь? Ребят, экономика будет в ближайшие несколько лет очень сильно меняться во всем мире. Сейчас, если вы посмотрите в экономическое состояние вообще любой страны, везде все нестабильно, да. То есть и у нас еще Уран тут развернулся в ретроградное движение, последняя петля у него, да, и он вот скоро откатится в Тельца, совершенно скоро. Это будет у нас в 8 ноября, да, то есть он вернется снова в знак Тельца и будет делать вот опять аспект к ракам третьей декады. Сейчас буду про раков третьей декады говорить. И эта история опять будет, ребята, влиять на вас. То есть это резкие изменения, обнуления, потому что Уран, он хоть и в гармоничном аспекте, гармоничный аспект говорит о том, что для вас все эти изменения будут проходить гораздо легче, чем если бы это было на напряженном аспекте. То есть вам нужна эта ситуация для того, чтобы пойти дальше. Потому что у раков третьей декады, я хочу сказать, дорогие, что это не просто новый уровень. Здесь просто нужно вот так засучить рукава в прямом смысле и очень много чего сделать, очень сильно много. Потому что у вас здесь и покупка недвижимости, и работа, и новые проекты, и заработок денег, больших очень и сильных пробивных, да. Я сейчас, конечно, буду еще рассказывать про каждый месяц, про каждые события, которые будут нас всех наполнять в этом месяце, да, как каждая декада рака будет здесь взаимодействовать для того, чтобы спланировать эту осень, да. Но так в целом, да, если говорить про каждую декаду, то у раков третьей декады здесь вообще движение только наверх. И здесь останавливаться, ну, просто вообще никак нельзя, потому что уйдет вот это состояние, потом уйдут эти аспекты. Потому что если вы сейчас, раки третьей декады, эту осень таки начнете мощно, активно и двигаться вперед, да, то прям очень много, прям берете ежедневник и себе пишете. Вообще, в принципе, я бы всем ракам это посоветовала сделать, но у раков третьей декады здесь нужно сделать свой максимум, чтобы что-то не забыть. Очень сильно нужно подтянуться и в работе, и в профессиональной сфере, да, и в личной жизни, и в покупке недвижимости в том числе. Это очень хороший такой период времени, и осень, и зима 2025-2026 года для раков третьей декады это даже больше, чем новый уровень. Ребят, здесь нужно просто рвать и метать. Для того, чтобы где-нибудь в апреле 2026 года себе сказать, вот это я молодец, вот это просто классно, потому что у нас не будут настолько приятные обстоятельства весной,
2026. Не будут настолько очень много обширных, разнообразных аспектов, да. Все, кто смотрел меня еще и летом, помните, я рассказывала, что у нас на небе такая большая, очень сильная, мощная конфигурация на заработок денег, да. И эта история очень-очень классно работает у раков третьей декады. Ребята, очень сильно зарабатывайте, не стойте. У раков первой декады эта история работает в таком более напряженном ключе, потому что здесь у нас все-таки Сатурн, Нептун в квадратуре, да, к ракам первой декады. Поэтому здесь обстоятельства не идут так легко, как у раков третьей декады. Но у трехдекадников, да, оно очень много просто аспектов сразу, и когда очень много даже гармоничных аспектов, бывает, люди не выдерживают. То есть это очень много эмоций, это очень много энергии, очень много силы. Ну и согласитесь, не все могут большую силу держать в своих руках. Поэтому, дорогие мои, пожалуйста, постарайтесь. Здесь очень хорошая осень нас ждет. И сейчас я начну рассказывать про каждый месяц. И да, у нас запускается как раз-таки наша осень астрономическая. 22 сентября Солнце традиционно переходит в первый знак, в первый градус знака Весы. И что делаем мы, ребят? Ну, я не скажу, что день какой-то прям-таки очень сильно напряженный. Нет, просто у нас точная оппозиция Солнца с Сатурном и Нептуном. Очень сильно влияет эта история на раков первой декады. Вопросы недвижимости, вопросы эмоций, личной жизни. Если в вашей жизни случились измены или вы хотите совершить измену, будьте аккуратны, не надо так делать, да, потому что у нас, скажу, что один из простых месяцев осени, когда нам нужно, наоборот, максимально договариваться, да. На момент вхождения в эту осень у нас еще Марс находится в квадратуре с Плутоном. И если вы, дорогие, вспоминаете, осень сил, у меня был гороскоп на 2024 год, это ноябрь 2024 и апрель, конец апреля 2025, там у нас была оппозиция Марса с Плутоном, да. Очень сильно эта история работала как раз-таки с раками третьей декады. Сейчас эта история на раков третьей декады, в том числе отдаленно, но не в таком напряженном ключе, как, например, сейчас у раков первой декады. То есть этот аспект тоже заставляет как бы двигаться вперед, то есть очень большие эмоции в себе культивировать, двигаться вперед, ну и не останавливаться. Раки второй декады. У вас, конечно же, ребята, начинается вот эта история, которую я говорила, до следующего коридора затмений. У вас такой внутренний экзамен над собой, как вы справитесь со своими эмоциями, со своими настроениями, с событиями, которые будут вам подбрасывать жизнь, потому что я не скажу, что они будут какие-то очень сложные. Нет, просто здесь нужно быстро начинать реагировать. Сложность начинается у нас, у всех. Хочу сказать, что это будет конец октября, но я до этого момента еще дойду. А пока мы заканчиваем коридор затмений, если мы заканчиваем коридор затмений и начинаем вот этот вот наш новый месяц как раз-таки с 21-22 сентября, то есть и продлится у нас этот лунный цикл до 21 октября. До 21 октября, 6 октября у нас полнолуние в Овне, естественно, какое оно у нас может быть, оно у нас будет достаточно агрессивное. Почему? Потому что у нас вот сейчас последние недели сентября будет, у нас еще и Венера в квадратуре с Ураном. То есть здесь будьте аккуратны в отношениях раки первой декады. Я уже говорила, да, то есть захочется уйти в закат, поругаться, сказать, все, я так больше не могу. Будьте аккуратны, благоразумны, терпение очень хорошая такая важная составляющая, ответственность. А, Принимайте зрелые решения. Я не про то, что становиться жертвой, я про то, что не чудите там, где чудить не надо, потому что у нас мир и так будет очень сильно меняться. Да? У нас Уран находится в ретроградном движении, и все те вот эти моменты, которые у нас сейчас так по чуть-чуть складываются, да, очень сильно у нас начнет проявляться с 23 октября Уран. Там он у нас встанет в оппозицию с Марсом,
да, и после начнет вот это вот полностью собираться туда еще не просто Марс, там еще и Лилит будет, да, там у нас еще и Венера потом подтянется и Меркурий. То есть все личные планеты будут у нас в Скорпионе, они будут в соединении и в оппозиции с Ураном. То есть 23 октября у нас начнется момент, когда мы будем принимать резкие движения, то есть которые будут менять нашу жизнь. Но главное вот до того момента, сейчас нам в сентябре, в октябре понимать, что вот если мы сейчас в каких-то моментах нас будут люди подтягивать, да, к определенным выводам, к определенным ситуациям и принятиям решений, то там мы потом можем рвать канаты. Не надо так делать, не надо, потому что там можно хорошо поднять уровень своего благосостояния, а можно таки ругаться. Я всегда за то, чтобы не ругаться. Ну, можно там поворчать, посидеть немножко, как я в начале видео, и все. И впустить это все в продуктивное начало, в движение вперед. И тогда будет складываться хорошо, потому что нам все-таки нужно договориться, и это очень сильно важно для раков первой декады. Раки второй декады, у вас история, я не скажу, ребят, что она какая-то очень прям, ну, как что-то здесь будет, кроме вот этих аспектов, нет. Здесь сейчас нужно таки хорошо разобраться в своей финансовой составляющей, в своей работе, потому что у нас первую неделю октября еще Венера будет идти по Деве в соединении с южным кармическим узлом. Здесь нужно пересмотреть как раз-таки раком второй декады все свои вопросики с финансовой составляющей. Рационально ли вы принимаете решения о покупках? Что вы хотите купить, приобрести, потому что это будет вашим таким моментом, который будет вас двигать на ближайший месяц-другой вперед, потому что после того, как Венера в соединении с южным узлом будет кармическим, она встанет в оппозицию с Сатурном и Нептуном. То есть это такие более ответственные решения, либо же эмоциональные, да. То есть либо вы вообще хотите сказать, я не хочу тратить, я хочу там, не знаю, карты желаний себе составлять. Ну, ребят, такое, да. Понимаете, что эта осень от нас требует такой приземленности, четких решений, да, то есть если вы реально понимаете, что у вас нет никакой почвы под ногами, тогда ее нужно как минимум строить, да, потому что когда вернется Юпитер к ракам второй декады, захочется масштаба, захочется больше, а фундамента для этого не будет. Поэтому фундамент нужно сейчас в октябре и в ноябре как раз-таки строить, дорогие раки второй декады. И если вы понимаете, что вам для того, что вы хотите, нужно как раз-таки деньги, финансы, если вам нужна стабильная работа, да, пусть даже она, может быть, где-то вам не очень нравится, да, может быть, она не отыгрывает все ваши лучшие качества, но у вас благодаря этой работе есть фундамент. Подождите, не надо все рубить на корню. Будут еще моменты, когда захочется уйти в закат легко и быстро, вот так вот сказать и все. Но мы с вами все-таки в материальном мире живем, и мы прекрасно таки понимаем, чем нам обходится каждый день, да, и здесь такие все-таки взвешенные решения нужны. Раки третьей декады у вас, конечно же, начало октября, ну, по крайней мере, до полнолуния. Полнолуние у нас будет 6 октября, и здесь, конечно же, история такая, знаете, очень очень активно приобретает вперед движение, потому что здесь все-таки у вас и Юпитер, Юпитер в третьей декаде рака, и он последнюю неделю сентября и первую неделю октября Юпитер был в квадратуре с Меркурием, и после вот полнолуния 6 октября Меркурий будет в квадратуре с Плутоном. Здесь, конечно же, большие сильные переговоры, сделки. Будьте аккуратны с репутацией, не начудите, аккуратнее относитесь к тем делам, которые вы уже начали делать, к большим масштабным проектам.
Конечно, могут быть несостыковки, могут складываться обстоятельства не так, как вы того хотели, но, ребята, так бывает, так бывает. Осень вообще, в принципе, такая достаточно напряженная, но не омрачайте свой октябрь, нет. Здесь история такая, не надо эмоционировать, да, не надо эмоционировать и агрессировать. По большей части агрессировать это еще относится в это полнолуние 6 октября как раз-таки раком второй декады, потому что здесь Солнце и Луна будут делать квадратуру к вашему Солнцу, поэтому будьте не агрессивны 6 октября, и тогда дальше мы все пойдем как надо. Ну и что у нас, конечно же, 6 октября движемся дальше. У нас про Меркурий с Плутоном сказала, большие, мощные истории нужно выдерживать. И как раз-таки раки второй и третий, да и первой декады в том числе, у нас Венера становится в оппозицию с Сатурном и Нептуном. При этом эта история, когда Венера с Сатурном, с Сатурном, эта история, либо нам нужны финансовые такие вложения очень сильные, то есть на приобретение нечто такого весомого, очень такого весомого, и это очень хорошая история, которая будет складываться как раз-таки и у раков третьей декады, и у раков первой декады, да, то есть усложнить свою дорогу покупкой, например, недвижимости более интересной, расширить свои горизонты, да. У раков второй декады это тоже история будет работать хорошо, жилищная история по улучшению жилищных условий будет хорошо работать январь-февраль 2026 года. То есть забегаю вперед. Ребят, не могу не забегать вперед, потому что планеты вот так ходят, и это моменты планирования. То есть можно вот так узко сказать, да, сейчас вольюсь в колею, и на октябрь отдельно, конечно же, будет еще такой гороскоп, побольше информации рассказать, но все-таки, потому что все, что мы делаем сейчас, возможно, кому-то не хватит сейчас сил для приобретения нечто весомого и важного для себя, да, значит, будет чуточку позже, но если вы к этому стремитесь и закладываете фундамент здесь, как минимум уже начинаете присматривать, значит, вероятность того, что вы все-таки это сделаете, и это не уйдет на обычные там выяснения отношений, тусовки, просто мотание туда-сюда, да, это все-таки, значит, сложится так, как нужно. Главное быть к этому готовым, потому что мне тут написали, я очень сильно удивлюсь, если я все-таки встречу свою любовь. Ну, если с таким посылом, значит, скорее всего, вы не встретите. А вот если вы хотите встретить свою любовь, свою вторую половинку, кстати, у раков и третий, и второй декады очень хорошая история на любовные знакомства. Юпитер, когда вообще делает Солнце к соединению в транзитных картах, это очень хороший аспект для как раз-таки тех самых знакомых, с которыми вы потом выйдете замуж, поженитесь. Поэтому если вы давно хотели, ваш не первый брак или же первый, неважно, ребята, у вас вы в таких легких эмоциях получится хорошо. У раков третьей декады, Юпитер же еще будет идти по третьей декады, это апрель, май и июнь 2026, и там эта вероятность еще повторится у вас. Вот, поэтому имейте в виду, гуляйте, встречайтесь, выделяйте себе время, не будьте напряженными. Хотя кто-то встречает свою вторую половинку и на работе, и это нормально. Указание, если по натальной карте есть, поэтому, ребята, здесь вот такая история. Идем дальше. У нас что еще складывается в этом октябре? У нас 14 октября заканчивает свое ретроградное движение Плутон. На кого он повлияет? По большей части на раков он уже не влияет, если только нет личных аспектов в натальных транзитных картах, да, то есть здесь прямого аспекта к Солнцу нет, но Плутон, несмотря на то, что он из ретроградного движения выходит, он все равно еще будет находиться. Помните, я вам говорила, летний гороскоп, когда записывала, что у нас до декабря, до конца 2025 на небе такая конфигурация очень мощная на заработок денег. Да? То есть это Плутон в потрясающем аспекте с Ураном, с Сатурном и Нептуном. То есть это все аспекты денег. И их сразу много. То есть эта история реально светит для заработка больших, мощных денег у раков первой и третьей декады. Ребят, ну вот так работает, поэтому здесь, дорогие
постарайтесь не подвисать, постарайтесь не оставаться на месте, то есть усложняться. Даже если есть эмоции у раков первой декады, да, то есть здесь напряженный аспект у Нептуна. У раков третьей декады вы можете мне тоже сказать, что у вас там все-таки эмоционально, вы так устали, но, по крайней мере, это благоприятные аспекты на них, вот какие-то переживания, они выходят легче. На квадратурах это сложнее, когда у нас внутри вот такое состояние загнанности. Поэтому выходите из этого состояния, аспекты уйдут и будет все здесь отлично. Следующее событие, которое у нас будет и продолжает после как раз-таки вот такой большой мощной конфигурации, которую я хотела сказать, у нас с 20 октября на небе начинает вот очень много астрологов слышала от них, говорят аспект миллионеров. Да, это когда Юпитер в трине с Плутоном. Ребят, у нас 20 октября на небе складывается оппозиция Юпитера с Плутоном. Она далекая. Следующий ее точный аспект, прям точно отмотала вперед, это будет июнь и июль 2026 года. Это в момент ваших дней рождения. То есть на небе будет в оппозиции два светила, которые способствуют заработку больших денег. Когда они находятся в оппозиции или в квадратуре, то есть это аспект, когда усилий нужно приложить больше, чем при благоприятном аспекте, ну то есть при гармоничном, да, то есть я не хочу сказать, что это неблагоприятный аспект. Нет. Если не прикладывать усилий, то, как правило, это финансовые потери. Это правда так. Но если вы прекрасно понимаете, что вы вообще не нацелены сейчас что-то терять, если вы хотите идти вперед, то усилий нужно прикладывать больше, тогда и денег придет больше. Потому что по астрологическим законам приход и уход денег – это один и тот же аспект. Но если мы сил прикладываем больше, то, естественно, деньги к нам приходят больше. То есть потери физически меньше, понимаете? То есть мы физически меньше тратим. И опять же, как можно разложить вот эту историю аспектарную, да? Здесь того, что если, например, мы что-то покупаем большое, мы считаем это как покупку или как трату, или как приход денег, или как приход недвижимости, но уход денег. Понимаете, о чем я говорю? Можно говорить все, что угодно, но если мы покупаем себе какую-то весомую вещь, да, такую прям усложняем свою жизнь, то есть это там недвижимость, которой у нас никогда не было, да, то мы вкладываем очень много сил. По факту получается, что деньги от нас уходят, но мы что-то приобретаем. Поэтому я вам советую, конечно же, начиная с 20 октября, начать прикладывать очень много усилий. Это относится, ребята, ко всем ракам. Ко всем абсолютно ракам, потому что Юпитер находится в знаке рака, и если у вас Юпитер управляет финансовым домом, то есть это 2, 6 и 10, тогда однозначно нужно таки с этой историей разбираться, много сил прикладывать. Вообще Юпитер у нас у всех отвечает за 9 и 12 дом. 12 дом – это история, которую мы не все очень сильно любим, если, конечно, вы не за границей живете. Да? За граница – это место за границей того места, где вы родились. Понимаете, о чем я говорю? 9 дом отвечает за наши поездки, командировки, обучение, образование, в том числе за масштабы, за общество элитарное, за другие смыслы, за рекламные какие-то кампании, за элитное общество, да. Что еще можно сказать? За совершенно новое общество, благодаря которому мы поднимаемся, строим свой социальный статус, то есть изменения, да. По умолчанию у нас Юпитер отвечает за вот этот дом у всех. Поэтому здесь вот такие темы будут у нас у всех подниматься. И здесь, конечно же, вопрос выбора, какую жизнь живете. Вы живете ли вы социальную жизнь или не живете, хотели бы вы или нет. Если бы вы хотели, конечно, тогда нужно пробовать. Тогда нужно это понимать. Это как минимум даст переворот мышления, мировоззрения. Здесь все начнет очень сильно меняться. Хочу сказать, что новый лунный цикл, который у нас начнется с 21 октября, у нас Солнце и Луна будут в соединении в весах. То есть на весь этот новый лунный цикл с 21 октября по 20 ноября
очень хорошая на самом деле история для нас, для всех. Месяц будет непростой, да, потому что у нас на момент этого новолуния у нас, помните, говорила, Марс в соединении с Меркурием, соединением с Лилит, в Скорпионе. И вот буквально вот чуточку, вот один денечек мне еще отмотать, с 23 октября Уран становится в оппозицию ко всем этим планетам, которые я перечислила, да. И вот здесь начнется самая такая мощная история проверки наших желаний, наверное, наших страхов. Потому что когда вот все вот это добро в Скорпионе, да, конечно, очень сильно будет страшно и будет вот эту историю тормозить у раков третьей декады. Но, ребята, я вам уже говорила, что для вас вообще эта осень только движение вперед, только движение вверх, здесь вообще нельзя тормозить. Как только вы останавливаетесь, значит, вы не получаете всего того, чего вы хотели. Прям берете ежедневник, себе прописываете, и тогда будет складываться все очень хорошо, да. Здесь нужно вот только так. Будет страшно идти вперед, будет страшно в развитии, плюсом у нас еще там включится, ну, про это позже в этом лунном цикле, ретроградный Меркурий, который у нас будет, начнется ретроградное движение в Стрельце, а закончится в Скорпионе опять со всеми этими планетами и закончится также в оппозиции с Ураном. То есть все наши страхи вроде как под конец ноября мы все скажем, зачем мы в принципе все это делали, то есть можно было ничего не делать, в смысле? Нет, все приложенные усилия в конце октября и в ноябре, они однозначно окупятся, потому что это очень финансовый месяц. На небе у нас для всех потрясающая конфигурация. Это большой трин, когда нам нужно выработать максимально свой эмоциональный интеллект. Это финансовый месяц, очень хороший финансовый месяц, когда нужно таки подниматься. Раки третьей декады вообще не тормозим, не пробуксовываем. Юпитер вам в помощь. Раки второй декады. Ребята, хочу сказать, что для вас вообще этот месяц будет очень важным. И полнолуние, которое случится 5 ноября, очень сильно важная история будет для раков второй декады. Да, полнолуние будет в Тельце. Раки второй декады, очень сильно задумайтесь о своей финансовой составляющей, насколько вы хотите идти вперед. Здесь будут и финансы, и отношения. Уровень комфорта у вас встанут очень множество вопросов здесь. И плюс еще там Венера все-таки у нас входит как раз-таки после этого полнолуния сразу же в Скорпиона. И это очень такая важная история, ну, к финансам, к его заработку. У рака второй декады очень мощно, ребята, работаем, не останавливаемся, просто пишем себе честно, максимально себе в блокнотике, чего же вы хотите. Можно сколько угодно говорить, да я довольствуюсь малым, да мне как бы много не надо, вот у меня все хорошо, но при этом смотреть на других людей и понимать, что где-то вот все-таки мне бы хотелось бы чего-то еще. Поэтому скажите себе честно, чего же вам хочется, и тогда получится, ребят. На раке первой декады, ребят, скажу, что здесь ушел уже Нептун откатился, и эта история, которая уже нету вот этого напряженного аспекта, да, который прям таки дает квадратуру, да, к ракам первой декады. У нас как раз-таки с началом нового лунного цикла в октябре, да, 21 октября, Нептун перешел как раз-таки в рыбы обратно, все, до раков не дотягивается первой декады, Сатурн тоже не дотягивается квадратуры, поэтому здесь полет у вас нормальный должен быть, двигайтесь вперед, внедряйте, что вам хочется для того, чтобы анализируйте свою жизнь, принимайте решения, посмотрите все, что случилось с вами за последние несколько месяцев, да, пока были эти квадратуры, какие события случились, нравятся они вам, не нравятся, хотите ли вы дальше, чтобы они были, потому что эти планеты вернутся, и Нептун, и Сатурн, это вопрос времени, и это будет февраль и март 2026 года. А у нас февраль и март не самые приятные месяца вообще, в принципе, в году для того, чтобы что-то там делать. Обычно у нас в феврале и в марте всегда случается вот такая неприятная реальность, которую мы не хотим, как правило, видеть. Нам при этом еще хочется отдыхать, развлекаться, а тут Сатурн с Нептуном пришли и делают квадратуру к Солнцу раков
первой декады. Понимаете, о чем я говорю? Просто спланируйте вот это свое время. Конечно, еще будут от меня гороскопы и на 2026 год. Тоже там расскажу по месяцу все, и все там мы спланируем. Поэтому здесь не волнуйтесь. Главное сейчас принимать решение, чтобы зимой не не выбирать из того, что не хочется, я бы это так сказала, потому что потом кармические узлы с января перейдут как раз-таки задавать вопросы ракам первой декады. Итак, продолжаем. 5 ноября у нас полнолуние, полнолуние в Тельце, следом за ним, ребят, у нас на небе 7 ноября включается Венера с Плутоном в квадратуре. Эта история такая очень финансовая, про нее уже сейчас забежала вперед, рассказала. И следом после вот этого аспекта, который с нами 10 дней сохранится, у нас 8 ноября Уран возвращается в ретроградном движении снова в Телец. И это как раз-таки та история нежеланное обнуление у раков третьей декады. И вообще, в принципе, у нас сейчас Уран финальную петлю такую в Тельце делает, и уже 26 апреля 2026 вернется уже в знак зодиака Близнецы до 2032 года, да, до июня, как раз-таки до ваших дней рождения, он будет еще как раз-таки все это время находиться в Близнецах. Прямого аспекта на раков, конечно, больше влияния никакого не будет иметь, да, на раков третьей декады тоже с 26 апреля 2026 года, но вот этот Уран будет в прямом смысле влиять таки на других людей. То есть пока он будет в Близнецах, если вы смотрели мое большое видео «Уран в Близнецах», то вы примерно понимаете, о чем я говорю, да. Кто не смотрел, сейчас просто вот коротенько скажу, будет изменяться у нас очень сильный информационный фон, будут разного характера новости, будут изменения, обнуления в информационной повестке. Это новостные каналы, вообще, в принципе, связь, коммуникация, средства связи будут меняться. Будет меняться у нас сфера образования, транспорта. Вы можете увидеть, мы все увидим изменение модельного ряда, электрокары. То есть вот это все примет совершенно другой подтекст, очень сильные изменения, какие что-то пойдет вверх, что-то наоборот обнулится в прямом смысле, все социальные сети, то есть все способы коммуникации, взаимодействия. Социальные сети являются тоже таким методом взаимодействия, поэтому здесь нет смысла причитать о том, что мы к чему мы привыкли, чего мы любим, чего не любим, да, потому что я сама люблю вот все, что у нас вот такое есть, к чему есть привычка, но вот, как говорится, нас не спросят, и вот здесь, конечно же, финальный такой аккорд будет у Урана в Тельце. Воспринимаем это как, ну, очередное такое кино, момент, к которому нам необходимо будет подстроиться, да, когда Уран уже окончательно перейдет в Близнецы. Пока это вот такая вот история, которая нас из баланса-то выводит, да. Но тем не менее, очень сильно будет выводить из колеи, когда Уран 8 ноября перейдет в знак Телец, и эта история будет очень сильно, возможно, напрягать раков третьей декады. В прямом смысле будет аспект к вашему Солнцу, поэтому здесь, если в вашей жизни будут вынуждены обнуления, если вы сами не будете переходить на нечто новое, новая работа, там отношения, коммуникация, связь, то есть тогда будет сложновато. Вообще для нас, когда Уран перейдет в Близнецы, уже окончательно от нас, от всех жизнь требует подстроиться под новые обстоятельства. И чем мы быстрее это делаем, наше сознание гибкое, то есть мы с этим быстро справляемся, тем можно таки сказать, у нас получается это сделать лучше всего. Вопрос, нравится нам это или не нравится, это уже другой вопрос, о чем мы подумаем и решим, да, ребят. Но неважно, в какой части планеты мы находимся, жизнь все-таки будет меняться у всех. Плюс-минус, поэтому будем привыкать к этой реальности. А пока у нас вот такие истории, опять извиняюсь, забежала вперед. Ну и следом, конечно же, накладывается на Уран, следом 9 ноября у нас включается ретроградный Меркурий. Ребят, с 9 по 29 ноября
ретроградный Меркурий, на кого он влияет? Ну, больше всего, конечно же, будет влиять на раков третьей декады, потому что здесь будет аспект плюсом еще ретроградный Меркурий у нас на момент его ретроградности. Будет, конечно же, в соединении с Марсом, в оппозиции с Ураном. Поэтому здесь вот аспект вообще Уран, да, вот про что Уран? Уран – это планета креатива, креативного творчества, создания каких-то сложных технологий. Это здесь, как правило, технические все профессии, IT, информационные, коммуникация. Точно так же этот аспект можно назвать, вообще аспекты с Ураном, аспекты неуравновешенности, когда мы ведем себя неадекватно. Или же нам кажется, обстоятельства по отношению к нам ведут себя неадекватно, да. Плюсом у нас еще ретроградный Меркурий накладывается в оппозиции с Ураном, да, хоть она и дальняя, но все-таки к концу ноября будет прям в середине, да, потому что конец ноября у нас таки Меркурий вообще укатится во вторую декаду Скорпиона, да, и будет уже на раков второй декады влиять сильнее, да, чем на раков первой декады, второй декады. Поэтому здесь, дорогие, смотрите, ситуация от нас вообще в принципе с Ураном, да, почему этот гороскоп новый уровень? Потому что я всегда Уран называю это новый уровень наших возможностей, то, как мы можем максимально с другого угла посмотреть на ситуацию, которая происходит в нашей жизни. Как правило, если этот Уран находится в аспекте с Венерой, то это нас накрывает в любовных отношениях, а я хочу сказать, что у нас Уран становится в оппозицию с Венерой в ноябре. И этот момент, который нам не очень-то сильно будет нравиться, здесь любовные отношения, конечно же, будут прямо-таки на волоске. Это у раков третьей декады. И здесь, конечно же, конец ноября, дорогие раки третьей декады. Просто-таки понимайте, что в отношениях, если будут ссоры, скандалы, конфликты, это просто потому, что все ваши страхи, конечно, выйдут на поверхность, и вот такая будет у вас внутреннее противоречие. Поэтому здесь будьте, пожалуйста, максимально лояльны, аккуратны вот к этой истории, к любовным отношениям. Будьте очень заботливы, да. Только так вот эту историю можно перебороть, можно так это сказать, да, так ее настроить на свой лад. Раки второй декады, ребят, у вас здесь момент, конечно же, момент, когда нужно, ну, уже решаться на свои какие-то такие более серьезные задачи по жизни, потому что у нас в декабре начинает съезжаться как раз-таки Марс к Козерогу подкатываться, да, начинает. И здесь моменты уже такие более другие, более глобальные, ну, земные, уже которые требуют от вас больше ответственности. Это раки второй декады. Ну и, конечно же, да, аспект под финал, да, так это я от ноября к декабрю иду. Здесь, конечно же, уже не такое будет легкое расслабленное настроение, конечно, при отсутствии личных транзитов, да, у раков второй декады. Здесь уже такие вопросы, знаете, более серьезные, что ли, поднимутся, да. Вопросы коммуникации однозначно. Конец ноября покажет, каким будет еще и ваш декабрь. Поэтому здесь хочу сказать, дорогие раки второй декады, постарайтесь быть не чрезмерно эмоциональны, потому что ретроградный Меркурий будет, ну, закончит свое ретроградное движение во второй декаде Скорпионов. Скорпион – это очень эмоциональный знак, и здесь, конечно же, можно очень сильно ругаться, отвоевывая что-то свое и свою точку зрения, в которой, в принципе, можно было просто быть немножко гибким, да, для того, чтобы и себя не обидеть, и людей, чтобы никто не пострадал, как говорится, да. Поэтому здесь нужно все-таки, период ретроградного Меркурия требует от нас, от всех максимальной коммуникации, вот так это хочу сказать, да, для того, чтобы мы не наломали дров, не натворили дел. Чрезмерно больше, наоборот, проверять ситуацию, истории. И плюсом, конечно же,
От нас требует еще этот период ретроградного Меркурия не просто взаимодействия в отношениях, а в принципе коммуникации, потому что в начале 20-х чисел ретромерк будет в точной оппозиции с Ураном, и это вопрос внимательности за рулем в том числе, в документах, да, в сказанных словах, да, неважно, в любовных это отношениях или на работе. Это я сейчас, ребята, всем говорю, да. Будьте здесь аккуратны для того, чтобы не испортить себе жизнь. Потому что вообще ноябрь в принципе от нас требует таких мощных усилий над собой, умения договориться, когда нам будет казаться, что вообще в принципе сложно договориться, эмоции как-то вот будут нами руководить сильнее. Ноябрь в принципе сам по себе всегда эмоциональный месяц, поэтому здесь не идем на поводу у наших же эмоций. Эмоций будет предостаточно, но тем не менее. Тем не менее, опять скажу, что на небе, если вы смотрели меня ранее, находятся аспекты, которые способствуют нас к заработку хороших и очень хороших денег. Это очень важно для раков первой и третьей декады. Несмотря на то, что раки, если первой декады вы подумали, что как-то вот можно расслабиться, тем не менее, можно расслабиться, но аспекты даются на то, чтобы ну, спроектировать свою жизнь так, чтобы прибавить в финансах, в уровне благосостояния и идти вверх. В отношениях в том числе сохранить отношения, не поругаться, хотя потратить деньги и поругаться в этом ноябре будет проще простого. Еще раз говорю, не надо так делать, да. Раки второй декады, у вас на декабрь будет зависеть от вашего ноября. Если вы к ноябрю сделаете те самые действия и решения, которые вы хотите, как раз-таки к началу нового лунного цикла. А новый лунный цикл у нас начинается 20 ноября. И эта история очень-таки мощная, потому что у нас Уран будет находиться в оппозиции к Солнцу, к Луне, к ретроградному Меркурию, к Лилит. И вот это все добро, оно находится в соединении, в Скорпионе. Это одно из мощнейших новолуний. Вот здесь начинается сложность этой зимы, когда мы либо еще выше поднимаемся, либо опускаемся. То есть либо понимаем, что как-то вот нам сложно, начинаем сдаваться, вот это вот все. Но рак – это кардинальный знак в гороскопе, и если уж вы приняли решение жить хорошо, если вы понимаете, что ваша планка, она повыше, и если вы прекрасно понимаете, что у вас нет того человека, кто спонсирует вашу жизнь, ребят, ну, уже как бы нужно понимать и в ноябре себе каких-то там розовых очков не рисовать, просто решать нестандартные задачи. Пусть, да, новый лунный цикл начинается у нас с ретроградного Меркурия, и все вот эти меркурианские взаимодействия мы до конца 2025 будем разгребать. У нас там под конец последние денечки, подбой курантов, можно это так сказать. Меркурий будет не ретроградный, но в квадратуре с Нептуном и с Сатурном, да. То есть это история, когда если мы не взаимодействуем, то у нас распадается наша жизнь. Поэтому здесь, естественно, что нам нужно? Со всеми помириться, со всеми четко, понятно договориться, и будет все хорошо. Но вернусь в ноябрь. 20 ноября новый лунный цикл запускается. Что у нас здесь еще очень важного, да? Плюсом, конечно же, после этого начинает съезжаться оппозиция Венера-Уран. И уже с 24, да, с 24, с 25 ноября эта история начинает приобретать совершенно другие обороты. Нам это не совсем будет нравиться, но нам с этим необходимо будет договариваться. Плюсом у нас 28 ноября заканчивается ретроградный Сатурн. Прекрасно, мы его за это благодарим. И если здесь остановятся какие-то сделки, переговоры, в работе, то есть все, что ведет к вашему фундаменту, здесь не паникуем и не эмоционируем, потому что у нас все-таки еще там Нептун в соединении, хоть и откатился, слава богу, да, от Сатурна, то есть Сатурн убежал быстрее, но у нас закончит ретроградное движение Нептун лишь 11 декабря, пока он еще тоже в ретроградном движении, да, там потом у нас будут эмоции догонять. Плюсом у нас 29 ноября заканчивается ретроградный Меркурий, и хвала, что мы выдержали этот момент. И у нас что? У нас наступает декабрь. В декабре из важного у нас
полнолуние в Близнецах 4 декабря. Что у нас в это полнолуние? Полнолуние в Близнецах, когда нам хочется сказать, как мне все это надоело, я пошел тусоваться, я пошла тусоваться. Перед полнолунием у нас Луна в соединении с Ураном. Когда нам хочется сказать, я устал, я ухожу. Ребята, опять креативный подход, нестандартное решение поможет нам избежать всех тех последствий, про которые я говорю, потому что Уран это на самом деле либо креативность, либо неадекватность. Если на этих аспектах Урана вы хотите как-то хайпануть, как-то в публичность пойти, может получиться в принципе эффект. Плюс-минус. Результат будет, конечно же, не таким, какой планируешь, потому что аспект Урана вообще сложно спрогнозировать. Как правило, это если аспекты напряженные, то очень много напряжения здесь выходит. Либо мы очень сильно негативим, либо мы очень много сил потратили, а результат получился никакой. Либо наоборот, у нас очень много хейта на нас льется. И понимаете, то есть в ноябре, возможно, у нас будет очень много хейта, если мы будем на него реагировать. Здесь главное просто понимать, что это в декабре начнет распадаться. И да, у нас следом идет 11 декабря заканчивается ретроградный Нептун, но вообще, в принципе, денечек-то эмоциональный, потому что у нас точная оппозиция ретроградного Урана с Лилит. Да, дорогие, и вот у нас как финальные тоже аккорды, потому что у нас остается всего лишь несколько недель, 10 дней остается, и у нас 21 декабря Лилит из Скорпиона переходит в Стрелец. Да, перестает волновать раков третьей декады. У нас вообще, в принципе, декабрь такой будет достаточно эмоциональный, самый сложный месяц из всех, что я, в принципе, вообще по интенсивности, да, по амплитуде. Поэтому, если вот вы сейчас находитесь в сентябре и говорите, что как-то сложновато, ребята, вам честно говорю, вот декабрь будет по амплитуде сложнее. Хотя, если вы, в принципе, по жизни человек, который с трудностями живется, ему легче, да, как сейчас это вот говорит, если я паникер, то есть когда нет событий, которые создают мне панику, я начинаю их наоборот производить, чтобы мне наоборот было вот больше тревожности. То есть если вы в тревоге нормально таки развиваетесь, тогда здесь все прекрасно. Здесь, конечно же, максимальные страхи, максимальные переживания, что у нас не получится. Ребят, я вам говорю, у нас все получится. Главное отодвигать вот эти эмоции и понимать, что это определенный период времени. Это я сейчас всем ракам говорю, сейчас будет такой итог, да, то есть мы заканчиваем вот нашу астрономическую осень, и у нас декабрь, да, проходит вот на таких вот уходящий лунный цикл с 4 по 21 декабря. Но у нас момент, когда у нас 20 новолуние, 20 декабря, 21 декабря Солнце переходит в 1 градус Козерога. Начинается астрономическая зима, понимаете, да? То есть это вот такая история, когда мы, ну, то есть включаемся уже в другую историю. Вообще, в принципе, если вы вспомните свои года, то у нас вообще декабрь редко таким простым был, да, декабрь такой переход. И здесь, конечно же, у нас будет такое состояние, что Марс в квадратуре с Нептуном и с Сатурном, то есть эта история будет очень сильно заставлять двигаться раков первой декады, да, то есть здесь вопросы недвижимости опять станут остро, своей реализации ответственности, фундамента, про который я говорила в начале видео, да, раки первой декады. И, конечно же, когда вы чувствуете, что у вас есть какой-то момент отступили аспекты, про которые я сказала, да, вот здесь вот есть момент вот так отдохнуть, то, конечно же, действуйте. Раки второй декады. Здесь момент того, что у нас очень сильно в декабре начинают двигаться кармические узлы, и уже буквально в январе они переходят в первую декаду. Это вторая неделя января. Переходят они в первую декаду оси рыбы, девы. Значит, как раз-таки заканчивается ну, все вот эти вот сложные вопросики к себе. Они не сколько сложные, сколько мы можем накрутить их, да. Здесь главное таки просто понимать, что ситуации, которые вот этой осенью, они с вами происходят, связаны в работе, в личной жизни,
все вот эти перебирания внутренних страхов, мироощущения, как вам хочется пойти вперед. Если вам кажется, что вы живете не свою жизнь, это на самом-то деле те самые важные вопросики, которые нужно, и с этим давно пора было разобраться, но как-то немножечко затянулось, да. Поэтому разбирайтесь и максимально честно выходите из всех ситуаций. В ноябре постарайтесь не скандалить, постарайтесь наоборот максимально красиво решить все сложные вопросы. В отношениях не уходите в закат, не уходите от ответственности. Наоборот, старайтесь сделать хорошо. Из варианта выбрать какую-то ситуацию или от нее отказаться, попытайтесь в ней, из нее что-то такое позитивное сделать, да, для своей жизни. Попробуйте, если вы, наоборот, что-то хотели давным-давно сделать, и у вас не получалось. Попробуйте сделать это еще раз, потому что не просто так в это такое нестандартное решение вам дается такой момент нового уровня поднятия. И это очень даже плюс. Раки третьей декады, дорогие, я вам еще в начале видео сказала, что у вас на эту осень прямо-таки максимальная такая задача сделать все возможное из своей жизни, засучив рукава, просто план максимум. Покупка недвижимости, все те вопросики, которые вы давно хотели закрыть, новое место жительства, проживание в том числе, и это такая очень важная история для раков третьей декады. Вопросы иммиграции, если вы хотели, почему бы и да. То есть здесь нужно смотреть, конечно, все очень точно, с вашим временем рождения, местом, и датой, да, для того, чтобы точно сказать, получится у вас сейчас или получится чуточку позже, да, потому что у нас зима еще и весна, когда Нептун будет находиться в третьей декаде рыб, и для раков третьей декады очень хорошее время, для иммиграции в том числе. Хорошее время для того, чтобы запланировать ребеночка в том числе, поднять свой уровень благосостояния, устроиться на новую работу. Даже если вы обнулитесь и вас обстоятельства заставят начинать с чистого листа, ребята, вы совсем справитесь. Вообще, и раки и первой, и второй, и третьей декады, я хочу сказать, что вы справитесь со всеми трудностями, которые у вас будут, потому что у вас очень хороший эмоциональный интеллект. Его нужно продолжать раскачивать дальше, ни в коем случае не пасовать для того, чтобы события зимы и весны 2026 года не казались вам какими-то сложными, трудными. Нет, просто это будет по-другому. Это будет совершенно, немножко другие обстоятельства, на которые мы вот сейчас осенью будем решаться или нет. Поэтому, мои дорогие, я надеюсь, что рассказала вам ваш осенний гороскоп. Конечно же, оставляйте комментарии вот здесь, свою дата, время и место рождения. И да, мой питомец, который как раз-таки рака меня вот сейчас, мой талисман охраняет меня, сидит и говорит: дорогие раки, у нас все получится, у нас все получится, дорогие. И если вы не смотрели видео, которые я считаю актуальны по сей день и будут актуальны еще очень много, прикреплю в конце ролика, посмотрите, примите верное решение. Если у вас остались еще вопросы, оставляйте в комментариях. Ну, увидимся с вами в следующем ролике. Желаю вам потрясающей осени, дорогие раки. Пока-пока.